господа, время в пути до Казани 1 час 15 минут. Ответственно предложим вам пропуски. Тереререм, терем, тереререм, терем. Привет! Ну что, дождались Басика? Почему долго не было Басика, все так спрашивают. Потому что Басик, как только про кого-то расскажет, тот сразу обижается. Поэтому в этом выпуске я вам расскажу про самую первую Сашину машину. А самая первая Сашина машина была ГАЗ-2401, сука, М, которую ему подарил его покойный царством небесное дедушка. Но не только ему, а ему и его брату Лёше. Для того, чтобы у вас было понимание, как Саша и Лёша воспринимали эту Волгу, это была самая первая их машина вообще в жизни. И их познания в автомобилях ограничивались только тем, что слева сидит водитель, а справа и на остальных местах, сколько влезет, сидят пассажиры. Ничего, что связано с такими страшными словами, как шкворни, шаровые, цепи, звездочки и прочая поебень, которая в Волге является расходным материалом, либо чем-то, что надо подмазывать, подкручивать, подмарафичивать, чтобы оно хоть как-то ехало дальше. Ребята, конечно же, не знали, поэтому с этим автомобилем они наебались от души за те полгода, которые он у них был. И, собственно, про этот секс между людьми и автомобилем я вам сегодня и расскажу. Ездить ребята, конечно же, не умели. Саше на тот момент было лет 17 или 18, и прав у него не было. У его младшего брата, который на 2,5 года младше, прав тем более не было. Однако автомобиль эксплуатировался столько, сколько нужно. Потому что с первого же дня эксплуатации на него была поклеена самая темная китайская пятерка, и кто находится внутри, видно не было. Задача ребят была лишь возить с собой кого-то, у кого есть права, и если останавливают мусора, извините, что я называю их мусорами, но на тот момент это были именно мусора, а не менты, как сейчас. Главное было вовремя пересесть. Первый же день езды ребята, конечно же, не пошли в автошколу, хотя планы на тот момент были, права-то когда-то нужно получать. А сели в автомобиль и взяли какого-то пацана, который типа умеет водить, который сказал, вот эту педаль нужно резко бросить, сука, левую, а вот эту правую держать нажатой в пол. Так ребята научились газовать, дрифтовать, делать бёрнаут и все остальное. Но только, сука, не ездить. Поэтому этот автомобиль сшибал заборы, другие автомобили и прочую хуйню. Сколько раз он застревал в грязи, известно одному лишь богу. И ребята постоянно вытаскивали его с помощью других ребят, либо с помощью какой-нибудь спецтехники. Все зависело от того, насколько глубоко застрял автомобиль. Снял эту поебень, если вы не против, очень жарко. Какая стояла аудиосистема, конечно же, спросите вы, потому что вы на канале про автозвук, об этом чуть позже. Сначала расскажу, как этот автомобиль ездил. А точнее, как он пытался, сука, ездить. Потому что в нем вечно не хватало чего-нибудь. Либо запчасти какой-нибудь, которая отваливалась буквально каждый день. Либо бензина, либо масла. Масло в этот автомобиль нужно было заливать так же часто, как и бензин. Благо бензин тогда стоил 2,5 рубля 76-й, а масло и того меньше. Поэтому каждую заправку ребята заливали и масло, и бензин. Деньги на бензин у ребят были не всегда, поэтому бензин добывался в этот автомобиль из огромного количества других автомобилей. Всегда с собой была канистра и шланг. И чтобы не заглохнуть, нужно было либо таксовать, либо сливать бензин с других автомобилей. Законно, конечно же, спросив об этом в начале владельцев. Боже упаси, конечно же, бензин никто не пи***л, по дворам не ходил, не сливал. Чисто так просили, там, отлей пару литров, если не жалко. Богатых людей в то время было много, поэтому отливали все абсолютно. И пи***й бензин не приходилось. Так вот, автомобиль находился всегда в 3 стадиях. Первое, братан, довези куда-нибудь, хорошо, только заправь. Второе, таксование. И третье, слив бензина с других автомашин, владельцы которых ничего не подозревали, в смысле были предупреждены. Частный извоз не всегда приносил достаточное количество денег, просто потому что сесть ночью в тонированную Волгу, от которой воняет бензином и снаружи, и изнутри, к 3 не совсем всегда трезвым людям мог далеко не каждый. И некоторые отказывались ехать в пункт назначения всего лишь за 50 рублей. А ехать этот автомобиль был готов за 50 рублей куда угодно, потому что 50 рублей хватало заправиться, залить масло и пожрать московские гамбургеры на ЦГБ, которые тогда еще делали армяне, а не абсолютно все национальности, прилегающих к нам ближневосточных стран. Чтобы понять всю боль поломок и ремонта этого автомобиля, расскажу вам пару историй. Я ехал со своим другом и рассказывал ему, что Волга что-то не ломается уже очень давно, ну это где-то дня 1 или 2. В этот момент происходит такой такой нереальный удар, и из-под капота начинает валить дым, такой, как будто тачка загорелась, все в панике, повылезали из машины, давай под капот смотреть. Оказалось, в очередной раз наебнулась помпа, потому что в этот автомобиль никогда в жизни не заливалась никакая
Незамерзающая жидкость типа антифриза, сола и тому подобное заливалась чисто вода. А в зимний период туда заливался кипяток, на ночь он сливался, чтобы система охлаждения не замерзла нахуй. И чтобы с утра можно было залить опять кипяточкой и уже горячий мотор заводить, потому что аккумулятор в этой автомашине был очень всегда дохлый, хватало буквально на полтычка, и если оно не заводилось полтычка, надо было хуярить кривым стартером, который можно было получить в ответку по ебальнику. Так вот, так как в системе охлаждения всегда находилась вода, очень часто наебывалась помпа. А помпа наебывалась не просто. К помпе крепился вентилятор охлаждения радиатора. Конечно, без всяких там муфт, хуёв, он просто тупо крутился вместе с помпой. И когда наебывалась помпа, вентилятор мог стать так чуть-чуть на бок, а из-за конструктивных особенностей этого автомобиля вентилятор находился вплотную к радиатору. И проследив несложную логическую цепочку от заливания воды и наебывания помпы, поворота вентилятора, мы имели сразу 3 сломанных детали. Втулка помпы, крыльчатка помпы, вентилятор и, собственно, сам радиатор, который нужно было паять, потому что новый было купить нереально. Спиздить его тоже было нереально, поэтому нужно было его только паять. Запаянный радиатор, конечно же, всегда тек со всех мест, но так как пару раз в день в этот автомобиль заливалась жидкость, можно, в принципе, было забить хуй на радиатор и ездить дальше так. Вспоминая все, что происходило с этим автомобилем, становится понятно, что на тот момент и у Саши, и у Леши был неплохой такой ангел-хранитель, который за ними присматривал. Во-первых, этот автомобиль как-то был разогнан до 130 км в час, сука, а это, я вам скажу, примерно как 330 на ГТР, может даже больше. Только при этом автомобиль водит из стороны в сторону, происходят какие-то дикие вибрации, страшные звуки и, конечно же, играет очко. Как автомобиль набрал 130, проехал на этой скорости, а потом остановился, для меня до сих пор загадка, но был еще более страшный случай, когда Саша и его друг Рома с его собакой Доберманом по кличке Жак ехали в Волге, и кто-то рассказывал, что собаки предчувствуют беду. И тут собака начала ни с того ни с сего лаять. Беда, конечно же, произошла в ближайшее время. Оторвался нахуй полевой наконечник. У машины колеса разъехались в разные стороны, и машина благополучно полетела навстречу. Благо на встречке никого не было, поэтому она просто уебалась в бордюр, остановилась, и мы тогда поняли, что собаки гавкают действительно к какому-нибудь пиздецу. Автозвук. Автозвуком Саша увлекался уже тогда, и поэтому ставил в Волгу абсолютно все, что могло воспроизводить звук. Ну, кроме тогда сабвуфера. Сабвуфер был непозволительной роскошью, поэтому громкость достигалась просто тупо установкой огромного количества любых динамиков в любые места автомобиля посредством параллельного подключения. Магнитол в этом автомобиле стояло много, потому что много магнитол тогда продавалось на черном рынке. Откуда они там брались, мы понятия не имеем. Все, на чем было написано Дибас, считалось очень крутым, а все, на чем было написано Эксплод, означало то, что ты можешь послушать музыку пару дней, но потом у тебя ее с***ят. Нехерово, я вам скажу, на тот момент был такой круговорот автозвука в Ростове. Люди пиздили магнитолы, слушали их несколько дней, у них пиздили эти магнитолы, и им приходилось пиздить эти магнитолы снова. Саша, насколько я знаю, такой херней тогда не занимался, поэтому он просто брал у людей магнитолы послушать на несколько дней. И тогда уже начал неплохо разбираться в автозвуке, но тогда автозвук был гораздо проще, нужно было всего лишь отличать 715-е Kenwood овалы от 710-х, а также 698-е от 695-х. И также, если это были овалы Sony, на которых было написано Эксплод, это означало, что спи***т у вас их за 1, максимум 2 дня. Стоит рассказать про ментов 90-х, да, которых тогда мы называли мусора. Как-то раз брат Леша, у которого на тот момент еще не было прав, взял Волгу, чтобы проехаться в соседний двор. Конечно же, в этот автомобиль загрузилось огромное количество людей, потому что тогда автомобили не ездили вдвоем или втроем, или вчетвером, или впятером. Транспортных средств было очень мало, поэтому в любое передвигающееся транспортное средство загружалось абсолютно неадекватное количество людей. Зачастую эти люди были еще и в неадекватном состоянии. По неудачному стечению обстоятельств в этот день у Волги был разобран замок зажигания. Ну, потому что он наебнулся. Ну, потому что в этой машине постоянно что-то наебывалось, а замок зажигания не исключение. Так вот, по неудачному стечению обстоятельств в тот день был разобран замок зажигания, не было свидетельства о регистрации транспортного средства, у Леши не было прав, но было 5, 7, а может быть 8 хлам накуренных пацанов в машине. Конечно же, когда менты остановили весь этот пиздец, всех доставили в отделение, позвонили Саше, чтобы разрулить этот вопрос и вытащить Лешу из заточения, а также забрать Волгу без нихуя. Пришлось отдать ментам, на тот момент мусорам, новенький DVD-плеер. В принципе, любой вопрос тогда решался за DVD-плеер, потому что денег не было, а DVD-плеер, как правило, у кого-нибудь добыл. В заключение расскажу, как мы чуть не упороли мотор. Или упороли, кто его знает. Возможно, мы всегда ездили на упоротом моторе, но в тот день очень сильно застучала поршневая.
Что происходит под капотом, ни Саша, ни Леша, конечно же, не знали, поэтому сделали единственное, что пришло в голову, достали щуп, который был нахуй сухой полностью. Недолго думая, пройдясь по гаражам и попросив какое-нибудь масло, ребята нашли дизельных отработок, залили в мотор, и мотор работал еще долго и счастливо. 1002, а может даже и 3. Продать этот автомобиль было нереально, поэтому его поменяли некому Геннадию Александровичу на такую же точно хуйню, но которая называлась не ГАЗ, а ВАЗ. Это был ВАЗ-2306, не то что гнилыми коробами, а как бы вам объяснить. Вместо них была шпаклевка. Ни одного хомута в машине не было, все было на проволоке, днище было в дырках и так далее. Но уже тогда ребята поняли, что ебаться с классикой это гораздо круче, чем ебаться с Волгой. Мужчина по имени Геннадий Александрович, наверное, долго бил в ладоши и думал, какую же он хуйню сдыхал пацанам, но эта хуйня хотя бы ездила. А вот Волгарик через 2 недели остановил. Геннадий Александрович позвонил пацанам и спросил: ребята, а как давно вы шприцевали шкворни? Конечно же, он получил ответ, а что такое шкворни и что такое шприцевать. В этом автомобиле за полгода эта процедура не делалась ни разу, сука. И постояв неделю, на этом автомобиле повернуть руль было уже невозможно. Такое вот нелегкое начало увлечения автомобилями было у Саши и Леши в 90-х. Если вам понравилась история, ставьте палец вверх и пишите, что вы хотите еще истории из 90-х. Всем пока, живите, сука, громко! Хуйню обратно вставить. Фейковый басик, скажете вы, для тех наркоманов, которые думают, что это говорит басик, я вас расстрою. Это Саша, рискуя остатками своей репутации, разговаривать с плюшевой игрушкой у себя в офисе. Обрабатывает голос потом в редакторе сложнейшими улучшайзерами, и получаются выпуски про басика, которые называются 155+.